Вас приветствует мастерская Ремстартех. Сегодня мы будем разбирать вилку от ДКВ, которую мы предположительно хотим поставить на мотоцикл. Продефектуем, посмотрим. Вот с вами впервые буду разбирать. Сами видите, вся в вековой пыли. Начнем мы с крыла. Мы его еще тогда пытались снять, но там болты не откручиваются. Нужно было греть, газа не было. Вот сейчас газ есть, будем греть. Горелочка у нас чуть поломалась, но работает еще. Так, болтики там на 11. Многие скажут, что надо было забрызгать там жидкостью. Уже брызгали. В прошлый раз брызгали. Ничего. Прогрев самое оптимальное. Больше. Пошло. Готов. Первый. Еще второй. Первый я грел больше, поэтому второй пошел. Ага. Пошел и пришел. Так, крыло-то мы сняли, но один болт потеряли. Да, крыло очень ему досталось, как видите. Но мы это все восстановим. Вот родные цировки видны. И это непонятно, самодельный явно знак. Здесь вот даже 67 видно с этой стороны. Ага, с этой вроде как 81. Что это значит, неизвестно. Да, второй болт, видите, обломался под самым основанием. Так случается. Мы его оттуда извлекем, высверлим. Это уже будет проще. Сначала позаливаю его ВДшкой. Я хада использую, видели уже. А потом экстрактором выкручу. Так, продолжим нашу разборку. Теперь мы вот эту всю качающуюся часть разберем. Кстати, тоже эти краска, цировки все присутствуют. Гаечки пошли. Шайба интересная. Волнистая шайба тут вот. Действительно волнистая. Вот и так откручено. Здесь тоже волнистая шайба. Так, а здесь у нас тоже придет. И здесь она есть. Чуть можно снять. Здесь у нас номер должен быть.
Вот, знаю, сколько вам видно, там вот кольца есть, номер, в общем, много чего понаписывали немцы. Так, это у нас есть. Сразу же барашек этот скрутим. Здесь вот он зафиксирован у нас. Так, вот интересно, была накрашена или нет? Вот она не была окрашена, я еще окрашена, хромированная. Что я вот сегодня еще рассматривал фотографии. На гражданских были без хрома эти. Опять же, еще непонятно на каких были, на каких нет. Ну вот сколько я поцарапал. Здесь ржавчина, под низу черное покрытие. Вот, тот самый. Изнутри она черная. Так, это лепестковая. Угу. Тоже вороненая. Ну, непонятно, крашеная она или вороненая. Что здесь вот под краской, судя по всему, воронение. Крашеная. Ну, под низом, да, крашеная, под низом тоже вороненая. Так, упоры руля тоже по-заводски крашеные. Так, здесь вот фрикционные шайбы. Нет, я отверточку делал. Вот она. Интересно, что за материал немцы использовали. Ну, вот что-то такое, как на старых колодках я делаю с каким-то плетением. Видите, у него такой узор. Мы уже что-то современный материал сделаем. Так, это есть. Сразу и тут снялось. Вот, тут уже конструкция 350, там чуть по-другому. Ну, в принципе, шпилька. Шпилька вот оцинкованная. А эта крышечка тоже крашеная. Так, сразу. Так. На удивление все легко разбирается. Сейчас посмотрим, что у нас на головку с болта. Так, тут мы почистили по-быстрому. Я ожидал риба, здесь не риба. Здесь вот видите, BG. Вот, я на одном даже специально грани почистил, может там какие-то кольца будут. Но вот ничего нет. Но сомневаюсь, что болты меняли. Вот, видимо, не все, не весь крепеж обозначался рибой. Но это и стандартным болтом не назовешь. Вот. Риба, как известно, производили не только для ДКВ, множество производителей и по сей день производят болты. Вот. Так. Ну-ка. Останется втулка здесь. Смотрите. Почти. Ох, вот она, вековая грязь, немецкая смазка. Ну, чуть подрасклепанные они по краям. Сейчас мы его протрем, посмотрим. Грязь, смазка уже прилипла. Ну вот не вижу я здесь каких-то прямо задиров конкретных. Ну, подплющиваю ее по краям. Вот, мы их промеряем, зазор, диаметр и отверстие, насколько выработка большая. Вот, я по памяти уже не помню, какой здесь зазор должен быть, но в видео вам напишу.
руками разбирается. Вот здесь, судя через краску, такая же BG маркировка болтов. Так, снимаем. Вот эта деталь маской называется у нас. Ага, родной черненький, ну все целое, красиво. По чертежам в альбоме 350 иш тоже должен был идти такой. Ну там, по крайней мере, она была. Но я думаю, они просто скопировали в наглую чертежи. Вот. В альбоме. Хотя альбом-то 50-го года. К тому времени это явно было интересно. Что, возможно, это просто вот, никто не заморачивался выпуская этот альбом. Так, резинки, конечно, разбитые в усмерть. Здесь вот интересно, тавотнички другие, совсем не такие, как на остальном мотоцикле. Сейчас почистим, посмотрим. Да, дальше пресс. А тавотницы-то вот тунные, на минуточку. Насколько вот там должно быть видно. Так, пока что N-ку мы отложим. Вот, разберу эту часть. Потом попытаюсь снять пружину. Так, как здесь просто. Ага, здесь вот тавотницы тоже вот тонные. Теперь непонятно, с какими штавотницами-то мотоцикл собирать. Вот они, видите. Вот, чем отличие тоже 350, вот так внешне все тоже. Здесь вот есть замок руля, как уже более современных мотоциклов. Вот. Наши только 70-х додумались, а у них это уже было. Даже эти подсветка спидометра. Интересное состояние обоймы подшипника. Ну, знаете, грязь есть, но вот конкретно, чтобы там пощербилось, были ямки, я вот не вижу. Не знаю, сколько вы видите. Ну-ка. Ага, кстати, вот еще же втулочка у нас идет одна. Оба. Посмотрите, да, как все легко разбирается. После мойки станет известно по натягам как, но не похоже, что разбитая. Хотя, конечно, резинки вы сами видели. Это вообще шикарно. Тут даже грязь не налипла, как в той. Смотрите, как все красивенько блестит. Ага, ну выработочка есть, конечно. Вот смотрите. Видите, неровная. Здесь вот задиры есть. Но не сказал бы, что это критичные какие-то. В конце концов, на мотоцикле не будут много ездить. Поэтому. Вот, интересно, что крашен он без грунта. То есть вот краска положена прямо на сталь. Видите, сталь неплохая, даже не везде поржавела. Хоть и тут явно смазки никакой не было, эту краску царапнули, там не ржавая. Так. Угу. А здесь уже сперли тавотницы. Так, разбираем дальше. Еще одна фрикционная пластина такого же материала, как и предыдущие. Так, дальше интереснее. Дальше у нас вот эта ось уже не просто вытягивается, здесь нужно раскручивать.
наших она цельная, здесь, видите, полая. Судя по всему, это сваренные части. Вот так вот. Почему так сразу не сделал? Вот. Ну, вы, конечно же, все сразу знали, как надо сделать. Вот. Я бы тоже, наверное, смотря видео, так сказал. Вот. Но знаете, когда находишься по эту сторону камеры, ну, как-то вот по-другому все. Так, ну, разок ключик соскочил, не страшно. Справим. Ух, тяжелая. Такая вот шайба. Сейчас вот точно такие же не найдешь. Они сейчас, да, производятся, но они другие, у них более густые зубчики. Хотя, если кто знает, где их приобрести, буду благодарен за наводку. Точку. Да. Ага. Не остановилась. Ага. Вот тут все. Лишний инструмент сразу убираем. Ура, товарищи! Так, внутри у нас все затолка идет. Вот здесь-то водниц не было. Ну, чердачное хранение сила. Это вам из огорода, когда достают вилки, грязные, ржавые. Фиг раскрутишь. Если раскрутишь, толку. Однажды приходилось не с этой самой энки выпрессовывать прессом. Даже прессом это заняло очень долго, потому что не шло. Расклепывалось, грели. Вот. В итоге втулка была ржавая насквозь. Да, здесь тоже видны задиры. Мы уже будем решать. Но опять же, так как мотоциклы не планируется часто эксплуатация, если он свою жизнь там тыщенку наездит, слава богу, то по хорошей дороге. Вот. Эту втулочку подзадрала здесь хорошо. Причем вот только с одной стороны. Вот. Надо будет на видео посмотреть, с какой. Ну, да. Хорошая штука, когда видео снимаешь. Так, осталось вот эту вот интересную штуку разобрать. Угу. Как интересненько немцы сделали. Здесь вот пропильчик такой. Видимо, подковырнуть. Попробуем. Вот. Можно и съемник взять, но я смотрю, что она идет, так что сейчас аккуратно руками снимем. Оба. Ну, сейчас, по-моему, посмотрим. Очень интересно. Вот. Здесь конструкция, кстати, очень интересная. Сейчас вам расскажу, как демпфер-то работает в этом чудо-мотоцикле. И таких жах. Так.
Фух, наконец-то. Все на наискось норовит слезть. Ага, вот в чем прикол. Вот же ж немцы. Вот же негодяи. Вы посмотрите, что они сделали. Ага. Вот это вот чудо прихвачено на одну точечку вот здесь. Теперь вообще ничего не понятно. То есть здесь вот эта штука напрессована. Где стык? Нам вот эти вот шайбы надо снять. И вот здесь, судя по всему, цельная. Получается, вот эта шайба напрессована еще. Я думаю, чего мне ее съемник наискось тянет. Да, судя по всему, вот эта чудная фигурная. Сейчас посмотрю в каталоге у меня тут. Вот, во втором телефоне каталог есть. А здесь про это ничего и не сказано. Судя по всему, вот эта приваренная шайба должна была вместе с вот этой слезть. Почему она на одну точку? Потому что по каталогу здесь, я вам картинку сейчас покажу, по каталогу ничего такого нет. Ну, либо мне каталог не соответствует этой вилке. Ладно, будем разбирать дальше. Так, я думаю, что мы вот за вот эту часть прихватим. Ну, съемником возьмем и вот эту шайбу сможем стянуть. Вот здесь, кстати, такая пружинка была простенькая. Ну вот стягивается понемногу. Да, неожиданный поворот. Попробуем напрямую. Ура! Так, вот и разобрали мы. Получается, вот эта конструкция вместе. Они тут даже кольца поставили. Вот она вместе сфиксирована должна была быть. Хотя по каталогу этого нет. По каталогу вот у нас 3 детали плюс вот 4 должно быть вот в такой последовательности. Вот. Почему здесь такая вот халтура? Причем напрессована была достаточно хорошо. Вот она здесь сидела. Прямо вот видно, как стягивалась
с двух сторон. Вот. А, здесь, кстати, вот же еще одна деталь. А, так вот, я же еще обещал рассказать, как работает демпфер. Вот. Сейчас я вам покажу достаточно наглядно. Вот. Вся эта конструкция выглядит следующим образом. А, ну да, я все в кармане. Вот. С самого верху у нас идет вот, а в нее упирается такая шпонка, которая вот проходит насквозь. Так, ну сейчас так и покажем. Здесь получается рама, идет фрикционная пластина, да. После нее вот это вот прижимная. Вот, как оказалось, на нее еще вот такая вот приваренная. Потом у нас идет пружиночка. Да. И идет вот такая вот пластина. Вроде так же. Нет, подождите. Пружиночка была раньше. Нет, не раньше. Вот так. Все правильно. Вот так. Вот так. Затем идет вот это. Вот так. А вот здесь еще вставлено вот. И что у нас получается? Вот наш весь бутерброд в открытом виде, так сказать. Вот. В него вкручивается такой прекрасный барашек. Вот здесь еще гайка такая хитрая. Вот. Вы его когда закручиваете, то все это давит на вот эту шпонку, а шпонка тем самым прижимает фрикционный материал. Вот. Зачем здесь пружинка? Очень просто. Когда демпфер будет полностью отпущен, ну, чтобы оно не дребезжало, то есть оно постоянно. Оно очень слабое, то есть. Вот. Таким образом работает демпфер поворота. Вот так вот. Покрутили, прижали. Вот. Так, что же мы имеем? Вот это вот чудо-штуку мы разобрали. Все целенькое. Так, ага, вот здесь у нас еще втулочка. Оп. Еще одна. Ага. Чуть подзакисло. Это вполне неплохо себя чувствует. Тоже все, смазка высохла, но задиров я не вижу. Только следы работы. Вот здесь я тоже думаю, все в порядке. Так, осталась пружина. Сейчас здесь чуть-чуть уберу. Вот, почистил я эту обойму, но, к сожалению, никаких маркировок здесь не оказалось. Вот, но, знаете, на дорожках кроме старого солидола я вот, ну, еще не до конца, но видите, там не выщерблен, не дороже, как бы, ну, ничего такого страшного там нет, все целенькое. Может, даже поставим. Так. Теперь самая страшная часть. Это как снять пружину.
не идет. Придется бить. Все, знаете, я думал, что будет на руки на полчаса. Ага. Все оказалось печально. Это не я поломал. Такая у нее была тяжелая жизнь. Вот, смотрите. Видите, ржавчина в трещине. Вот. Так что мучились. А мой дядя говорил, что сделал? Сломал. Ломать так ломать. В общем, дефект закалки явный. Видите, ржавчина внутри. Жаль очень. Так, надо еще вот эту штуку снять. Ну, в общем-то, зажал в тисках, да руками открутил. Вот. Ну, здесь, видимо, есть грани под специальный ключ, но еще его не сделал. Ключ специальный, вот. А пружина, к сожалению, в металлолом. Вот. Давайте открутим, посмотрим работницы, какие у нас. Так, ну-ка, сколько здесь? Ага, на 8. Такие вот прекрасные латунные тавотницы. А на мотоцикле сейчас я вам покажу. Вот. А на основном мотоцикле и вилке, которая там сейчас стоит, вот такая тавотница алюминиевая. Вот. Ну, будем разбираться, где какие ставить. Эти, конечно, красивее. Да, и они, в общем, красивее. Эти больше похожи на наши, а эти очень интересные. Вот. Так, ну сейчас я еще попробую выкрутить болт. Вот. Не знаю, что получится. Такие вот экстракторы, очень хорошая штука, в принципе работает. Самый маленький почти сразу сломали, был студент кадр сильными руками. Вот, остальными я уже немало болтов повыкручивал. Очень хорошо. Уже достаточно глубоко зашел. Так, посмотрим, что нам покажет самый маленький. Ну, самый маленький, то, что выжил. Чудненько пытается зайти. Так. Здесь, к сожалению, вороток особо не возьмешь. Сейчас попробуем. Так, ну по весне нормально. Сейчас попробуем прогреть. Загорела у меня еще крышка.
сильно. Хорошо прокалилось. Сейчас мы его подохладим. Ну вот мы просверлили насквозь. Так, зальем его пусть и с той стороны. Оттесает. Сейчас оставлю, пусть чуть постоит. Так, мы с вами продолжаем. Вот он постоял, мы тут перекусили. Прыгать будем. Сейчас оно чуть постояло, попробуем его открутить, если нет, то будем опять греть. Если после прогрева не получится, придется его надолго замачивать. Уже мы можем видеть в следующих сериях, возможно. Остатки нашего болта уже синие. Чем сильнее мы прогреем, тем больше разрушится связь между закисшей деталью и закисшим болтом. А если учесть, какая у нас длина болта, то не так просто. В данном деле главное терпение, потому что сломать очень легко. И тем более вот эти вот экстракторы, они колонные, поэтому надо чувствовать. А когда вот как случилось с целым болтом, ты его крутишь, и вроде все нормально. Но он только раз ломается внезапно. Два, конечно, когда я чувствую. Когда болту больше 80 либо больше лет, я уже не знаю. Так, ну достаточно. Чуть-чуть. Да, у нас на тесте неплохо, сейчас 18 градусов. Ну что, сейчас будет фейерверк. А сейчас из-за резкого охлаждения болт сужается, деталь не успевает сузиться, а болт, так как он маленький, он сужается. Связи разрушаются, которые его держат. Не идет. Сейчас
попробуем, остановимся, будем. Значит, вот, боюсь, сломается экстрактор. Придется брать его измором. Вот. Результаты я вам расскажу в последующих сериях. Результаты нашей разборки. Вот. Вилка в достойном состоянии. Я думаю, что мы ее и установим на мотоцикл. После мойки еще будет точнее ясно, но предварительно меня все устраивает. С сломанным болтом мы еще повоюем. Я его буду заливать хада аналогом ВД-40. Коррозия постепенно растворится, и мы его сможем спокойно выкрутить. Вот. Крыло, видите, печально, будем его рихтовать. Вот. И поэтому будет отдельное, я думаю, видео по рихтовке крыла. Вот. Так что до скорых встреч!